Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, что делать, если ваша мотокоса не заводится. У меня мотокоса фирмы Limex Expert BT524BA. Я в прошлом видео показывал подробный видеообзор этой косы. Она прекрасно работала, но вот недавно перестала заводиться и работала с перебоями, когда заводилась. Итак, разберемся, в чем же проблема. Теперь попробуем ее завести еще один раз. Подкачиваем бензин снизу. Закрываем задвижку воздушную и включаем на руле зажигание. Итак, начнем. После 5 неудачных попыток завести, необходимо разобраться, в чем же проблема, и не тратить время зря. Снимаем воздушный фильтр, нажимаем сверху рычажок на себя и снимаем кожух и сам воздушный фильтр. Отсоединяем колпачок свечи и выкручиваем свечу. Видно, что свеча обгорелая и сухая, значит бензин сюда не поступает. В первую очередь необходимо ее почистить хорошо, а дальше разобраться с системой подачи бензина. Прочистим металлической щеткой свечу и промоем ее хорошенько в бензине. Свеча стала намного чище. Теперь проверим искру. Подсоединяем свечу к колпачку, подносим к массе в любой точке и слегка продернем. Как видим, искра хорошая и свеча исправна. Теперь необходимо искать проблему в подаче бензина. В первую очередь необходимо разобраться, не забит ли топливный фильтр, который находится в бензиновом баке. Для этого делаем небольшой крючок из проволоки, примерно с вылетом 1 см, и откручиваем крышку бензобака. Вынимаем крышку, берем крючок, заводим его внутрь и подцепляем трубку, ведущую к фильтру. Отсоединяем фильтр и проверим его на продуваемость. Для того, чтобы проверить топливный фильтр, просто можно в него подуть и проверить, как же он продувается. Сопротивления большого нет, значит фильтр не забит. Ставим его на место. Зажимаем хомут и опускаем его внутрь, в свое место. Следующим этапом ремонта будет снятие карбюратора и проверка его на загрязнение. Необходимо отсоединить все бензопроводы, которые идут к карбюратору. С помощью шестигранного ключа откручиваем два болта, которые крепят карбюратор к блоку цилиндров. Два болта очень большие и длинные. Здесь есть прокладка из паранита. Теперь отсоединяем тросик газа со своего места. Необходимо выкрутить оболочку и все снять. Вот карбюратор перед нами. Необходимо его почистить и разобраться, что же с ним. Теперь берем карбюратор, ложим его на белую ткань, для того, чтобы не потерять никакие мелкие частички, и начинаем разбирать. Откручиваем в первую очередь праймер, который находится в нижней части. Это я делаю с помощью отвертки, которая входит в комплект. Это можно сделать даже в полевых условиях. Теперь снимаем кнопку подкачки топлива. Она стоит строго в определенном месте, и по-другому ее поставить не получится. Теперь снимаем мембрану, отложим в сторону. Затем идет еще одна мембранка маленькая. Здесь внизу находится игла, которая перекрывает и открывает подачу топлива. Все разбираем в одном порядке, чтобы ничего не забыть. И здесь также идут мембраны. Одна
тоненькая, прозрачная и потолще, выполненная из резины бензостойкой. Верхнюю часть трогать не надо, здесь все отрегулировано. При открытии игла приподнимается и при закрытии она опускается. Можно выкрутить этот болт, предварительно посчитав количество оборотов, как оно было отрегулировано. Это винт качества топлива. Поэтому замеряем количество оборотов, которое было до полного закручивания. Раз, полтора. В этом же положении нужно будет его оставить во время сборки. Теперь откручиваем окончательно для облегчения прочистки. Детали карбюратора можно промыть чистым бензином или же специальным средством для очистки карбюраторов. У меня оно фирмы Манол. Итак, приступим. В первую очередь прочищаем все отверстия, которые есть на главном корпусе карбюратора. Хорошо продувается все. После прочистки всех узлов карбюратора можно приступить к его сборке в обратном порядке. Сначала устанавливаем резиновую прокладку на свое место. Затем тоненькую прокладку. Здесь перепутать невозможно, потому что есть два отлива с одной и с другой стороны. Теперь ставлю металлическую часть на свое место. Мембранку. Ее тоже невозможно поставить другой стороной, потому что тогда она не станет просто. Устанавливаем пластмассовую часть таким образом и кнопку закручиваем с помощью болтов. Проверка качает. Слышен звук воздуха, который нагнетается в всасывающее отверстие. Теперь необходимо поставить на свое место винт качества топлива. Мы помним, что было 1,5 оборота. Сначала до упора закручиваем полностью. И теперь делаем 1,5 оборота против часовой стрелки. 1, 1,5. Вот такая работа получилась. Теперь карбюратор прочищен и можно его ставить на свое место на бензокосу. Сначала подключаем тросик газа на свое место. Заводим и фиксируем. После этого закручиваем гайку крепления тросика в корпусе. Фиксируем его контргайкой. Теперь устанавливаем на место прокладку. Она имеет два отверстия, здесь не перепутаешь. Подсоединяем пластмассовую часть на свое место к карбюратору. Теперь необходимо закрутить. Подключаем трубопроводы подачи бензина, не перепутав их положение, и ставим на место фильтр. До щелчка. Теперь осталось поставить свечу зажигания и пробовать заводить.
После прочистки карбюратора необходимо проверить бензокосу, как она заводится и работает, а также в случае необходимости подрегулировать карбюратор. Итак, начнем. Включаем зажигание и пробуем завести. После прочистки карбюратора бензокоса стала работать намного лучше. Значит, наша работа не прошла даром. Вы посмотрели видео о том, как своими руками можно найти поломку и отремонтировать бензокосу Limex Expert и многие другие. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.